Здравствуйте, близнецы! Сегодняшний ваш таро-прогноз, прогноз на отношения. Давайте посмотрим, что происходит у вас в паре, что происходит у вас в ваших отношениях с вашей второй половинкой. Расклад мы делаем прежде всего для тех, кто находится, по всей видимости, уже в отношениях. Но посмотрим опять-таки, какие карты будут выпадать и что нам сегодня они расскажут о близнецах. Давайте посмотрим. Итак, близнецы, отношения ваши, ваша любовь, ваши желания, чувства, возможно, в этой паре. И к чему эти отношения ведут. В июне месяце первая, даже не половина, а первый месяц лета. Что он вам принесет? Пока я перетасовываю колоду, давайте еще раз напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду очень рада такой вашей активности, поэтому не стесняйтесь, пишите ваши комментарии. Итак, давайте посмотрим, близнецы, что происходит у близнецов в отношениях в месяце июне. Первая карта — карта Солнца, карта ясности, карта счастья, карта каких-то позитивных, счастливых взаимоотношений, чувство процветания, которое в паре присутствует. Достаточно хорошая, такая теплая, солнечная карта для вас. Замечательное начало, близнецы. По карте Солнца можно говорить о том, что вы здесь, как будто бы в центре внимания, либо прояснение какого-то вопроса в ваших отношениях. То есть что-то станет понятным, какие-то вещи, о которых вам нужно договориться, что-то вы обсуждаете, проясняете. Это делает вас скорее счастливыми и дает вам чувство радости. Давайте посмотрим на карту, которая здесь рядышком выпадет, которая будет поддерживать либо мешать здесь, а здесь поддерживающая карта, карта влюбленные, то есть карта, которая нам говорит о том, что действительно проясняются какие-то вопросы в отношениях, в парных, в этом союзе. И здесь много доверия, потому что есть прояснение в важных вопросах, уточнение каких-то деталей. Здесь очень много радостных событий, которые происходят у вас в паре, когда вы совместно чему-то очень радуетесь, или у вас какие-то солнечные такие радостные моменты здесь есть. И желание дальше выстраивать эти отношения такими же крепкими и хорошими. Давайте посмотрим, что здесь еще выпадет под картой Солнца. Карта Пятерка Пентаклей у нас здесь есть. Карта Пятерка Пентаклей показывает, что вы, возможно, переживаете из-за материальной составляющей, либо о том, что ждет вас в будущем, в перспективе. То есть вы можете по Пятерке Пентаклей бояться, что что-то может пойти не так, или что на что-то не хватит денег, возможно, о том, что какие-то будут проблемы со здоровьем, это может вас беспокоить. Может быть, вас действительно здесь беспокоит какая-то ситуация, касающаяся здоровья, и нужно прояснить какие-то вопросы, и они могут действительно каким-то образом иметь отношение на вашу вторую половинку, или на эти взаимоотношения в паре. Давайте посмотрим дальше здесь. Тут же тройка жезлов, желание поддержать в чем-то вашу вторую половинку или какое-то совместное движение к цели, которое у вас есть. То есть желание продвинуться к общей цели, к общим планом вашей жизни, то есть по тройке жезлов вы стараетесь всеми силами идти к какой-то цели, готовы поддерживать свою вторую половинку в ваших намерениях, в том, что вы себе спланировали вместе. Возможно, помогаете решить какие-то вопросы, которые здесь имеются у вашей второй половинки. И в ближайшем прошлом то, что у вас происходило в отношениях, была шестерка мечей, то есть, возможно, какая-то поездка или путешествие. А для кого-то по шестерке мечей в целом изменения, перемены, которые у вас происходят. То есть вы идете от какой-то не совсем позитивной ситуации к чему-то лучшему, то есть проясняете какие-то вопросы, улучшаете взаимоотношения, стараетесь совместно работать на улучшение в паре. И по Пятерке Пентаклей уходите и стараетесь уйти от каких-то финансовых неприятностей или каких-то проблем со здоровьем, каких-то сомнений, которые возникают на вашем пути. То есть вы стараетесь использовать здесь какой-то шанс, который вам выдается, и
использовать это, чтобы осуществить перемены к лучшему в вашей жизни. Ну и правда, может быть, правда была какая-то поездка или путешествие у некоторых из вас. Давайте посмотрим ближайшее будущее, то есть в июне месяце, что вас ожидает. Вы движетесь к какой-то вашей цели совместной, то есть совместная попытка реализовать ваши планы. У вас есть какие-то надежды касаемо этих отношений, они вас вдохновляют, вы хотите совершать совместные шаги для достижения вот этой цели, вот эта звезда, к которой вы идете и на которую вы надеетесь, которую вы хотите осуществить. Карта, которая показывает, собственно, да, сами по себе эти отношения, это карта шута, это готовность начать что-то такое рискованное, необычное, что у вас раньше не было в вашей жизни, открытость каким-то новым возможностям, которые в этой паре даются. Может быть, попытка не бояться неопределенности, не бояться каких-то шатких ситуаций, не отбрасывать сомнения, которые у вас могут возникать, стараться, вот солнышко здесь светит, да, и здесь, стараться думать позитивно, верить в эти отношения, верить, что вы совместно придете к какой-то важной для вас цели, которую вы придумали, может быть, связанную с детьми, потому что шут — это карта ребенка. То есть, может быть, связано там с решением, совместное решение. Влюбленный — это выбор, принять решение, там, выбор в пользу, там, завести ребенка, к примеру. То есть, вот по карте шут сделать что-то новое или сделать выбор, принять решение касаемо там съехаться вместе, к примеру, да, поэтому звезда, то есть желание, такое намерение, и по шестерке мечей это перемена в вашей жизни, что-то новое, то, что у вас раньше не было, но вы это делаете, и вы надеетесь опять-таки на то, что у вас наилучшим образом, да, реализуется этот план и исполнит ваши надежды, мечты. И карта, которая показывает ваше окружение вокруг, да, этой ситуации, это карта туза пентаклей, то есть вокруг опять-таки обстановка достаточно позитивная. По тузу пентаклей сейчас ощущение стабильности, ощущение процветания в этой паре, то есть достаточно хорошая карта с финансовой точки зрения. Не совсем понятно, почему здесь тогда была пятерка пентаклей. Скорее она показывает какие-то ваши страхи, сомнения и переживания, которые были в прошлом, но сейчас по тузу пентаклей обстановка в этих отношениях достаточно позитивная, хорошая и наполненная стабильностью. И опять-таки желанием создавать нечто новое, созидать нечто новое в этой паре. Ваши страхи или ваши желания в этих отношениях, которые могут быть, это карта короля пентаклей. Но здесь опять желание скорее большей стабильности, еще больших каких-то продвижений в этих отношениях. То есть по королю пентаклей желание следовать своим инстинктам, какие-то умные, разумные решения принимать, которые ведут опять-таки к стабильности и постоянству в этих отношениях, желание сохранять верность в этих отношениях. То есть опять можно говорить о земной карте как о чем-то стабильном, укоренившемся, постоянном, когда человек уверен в том, что для вас эти отношения важны, и вы стараетесь выстраивать такую хорошую, мощную базу финансовую в этой паре, чтобы не быть в состоянии, когда вы как будто должны найти деньги, найти средства или переживаете из-за них. То есть вот вам как будто бы эти отношения дают чувство стабильности. И это достаточно хорошая здесь карта, которая тоже поддерживает, показывает, что развитие дальнейшее в этой паре и то, что на что вы надеетесь, что эти отношения будут развиваться и будут вести к еще большему постоянству, к чему-то более стабильному еще в вашей жизни, позволят еще больше, еще надольше сохранять эти отношения. Может быть, как-то укрепят ваше финансовое положение, соответственно. И результат в июне месяце, отношения ваши, это императрица. Возможно, что-то связано и правда с рождением или зачатием ребенка, потому что здесь и шут есть, и императрица. То есть это карта, показывающая рост и развитие, настроенность на развитие этих отношений, на дальнейший какой-то прогресс, на проявление в императрице роста и духовного, и материального, который у вас есть совместный. В принципе, эти отношения растут, развиваются, и вы готовы здесь, возможно, если вы съезжаете жить с этим человеком вместе. Если женщина смотрит по императрице, здесь, может быть, вы вкладываете очень много в быт, очень много вкладываете
в обустройство семейного очага или вкладываете много своей женской энергии, допустим, в эти отношения по императрице. Если мужчины смотрят, опять-таки, императрица, кульминация — это возможность опираться на такую же женскую составляющую, на ее женское начало, умение сохранять гармоничные отношения, доверительные отношения в этой паре, умение здесь как-то даже духовно расти к вашим целям, совместно расти к этим целям, не боясь трудностей или не боясь оступиться. Хорошие карты для близнецов, которые находятся в паре. С этим я вас поздравляю. У вас замечательные карты выпали. Близнецы, желаю вам всем всего самого наилучшего. Счастья и благополучия в ваших отношениях. До скорого!